есть территория, есть знания, и я решил, буду выращивать гинка. А что я буду сам себе выращивать вот так вот? Какие-то там растения сделаю сам себе, ну и что дальше? Я решил, что это должно быть социальным, общественным делом. Заставить людей думать о природе. Как бы это сделать так, чтобы это интересно всем было? Значит, нужно высадить их в какой-то интересной форме, и эта форма оказалась бесконечный узел. Он как раз такой вот завитой, что это можно сделать с него лабиринт. Они очень хорошо друг с другом рядом живут и могут создавать стену. А через 50, через 100 лет они создадут коридоры. А через 500 лет это будет одно огромное дерево. Просто потому, что они срастутся вместе все. Среди этих комнат, среди этих коридорчиков можно будет гулять как по дому. Это нас немножко оздоравливает. И помогает от бытовых каких-то задач переключиться в более, ну не скажем духовные, но психически оздоравливающие, может быть, вот так. Психологически. Ну и объединяющие. Я заметил, что в этой области нет конкуренции. Не потому, что ее мало, а потому, что все конкуренты, они твои единомышленники, вы делаете общее дело. И я хотел бы, чтобы подобные частные парки были распространены по Беларуси. И когда-нибудь, может через 30-40 лет, может через 100 или через 200, но здесь территории не будут пустыми. Пустыни не будет. Так как образовались пустыни на тех местах, где были деревья, во многих других континентах, и местах, и странах, и в истории человечества. Беларусь, несмотря на все, что с ней происходило, все же выживает и каким-то образом сохраняет свою идентичность. И учитывая, что гинка росли на территории этой страны, ну когда еще страны совсем не было, и нас с вами как вида тоже не было, но тем не менее, да, можно вполне вернуть на свои территории это прекрасное дерево, которое еще и своей эстетикой поражает. И это, знаете, как вот когда-то было модно, и может быть даже сейчас, купить звезду, подарить там своей подруге, там, жене, не знаю, родственникам, и как бы думать, что вот у тебя там где-то на небосводе есть личное светило. Ну, это же, понятно, больше иллюзия. А тут вы же это светило не выращивали, никак не свое влияли на его настоящее появление. дерево, да. Станет таким парком, где вы все сможете приехать отдохнуть. Вы уже в составе тех людей, которые в самом начале помогли этому проекту развиваться. И я хочу сказать вам всем большое спасибо за то, что вы и внесли свой вклад, и приехали. Если вы знаете, как помочь проекту, если у вас есть идеи или ресурсы, то мы всегда открыты, и в нашу команду мы тоже приглашаем людей, кто хочет поучаствовать. Но, как я сказала, проект благотворительный, мы можем ответить за вашу помощь. Это нашими саженцами, благодарностью и, конечно же, тем, что вы вместе с нами будете создавать эту удивительную достопримечательность и помогать планете.